Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. В этом видео предлагаю вам изучить вот такой вот классный узор спицами, узор вафля. Посмотрите, какая у него получается объемная фактура, даже и при вязании из пряжи средней толщины. Здесь моточек 100 грамм, в нем 240 метров, и получается образец вот такой вот пышный, объемный. Достаточно плотный, хорошо держит форму. И я думаю, такой узор отлично подойдет для вязания осенних кардиганов, пуловеров, кофт. Также можно использовать такой узор для вязания шапок, шарфов, так как, смотрите, у него эффектно смотрится и лицевая сторона с таким вафельным узором, и изнанка тоже отлично выглядит с такой рельефной фактурой из изнаночных петель. Узор вяжется очень просто. И сейчас я покажу второй образец. Хочу связать из ниточки потолще. Это моточек 100 грамм, в нем 100 метров. И я использую спицы номер 6. Раппорт узора составляет 3 петли плюс 1 плюс 2 кромочных. То есть мы общее количество петель набираем кратно 3. И начинаем вязать. Первый ряд, набрав петли, вяжем первый ряд. Это сразу идет лицевой ряд. Первую кромочную снимаем. И далее все петли вяжем лицевые. Заканчиваю вязание первого ряда. Провязываю последнюю петлю узора лицевой. И оставшаяся петля, это кромочная. Кромочные в конце буду провязывать всегда изнаночные. Поворачиваю вязание, начинаю второй ряд. Второй ряд это изнаночный ряд. Начинаем вязать первая кромочная, мы ее снимаем нить за работой. И далее повторяем раппорт. 1 лицевая. Следующие 2 петли переснимаем, не провязывая. Нить от клубка идет за вязанием. И повторяем лицевая, 2 петли снимаем, нить от клубка идет за петлями, лицевая, 2 петли снимаем, лицевая, 2 петли снимаем. И так повторяем необходимое количество раз. Заканчиваю вязать второй ряд, выполняю последнее повторение, лицевая, 2 петли снимаю, на спице остается 2 петли, провязываю последнюю петлю узора лицевой и остается кромочная, ее провязываю изнаночной. Поворачиваю вязание, начинаю третий ряд, это лицевой ряд. Первая петля кромочная, мы ее снимаем, не провязывая, нить идет за вязанием. И далее повторяем раппорт. 1 лицевая, 2 изнаночных. И повторяем лицевая, 2 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных. Последнее повторение в третьем ряду, лицевая, 2 изнаночных. Остается на спице 2 петли, последняя петля узора это лицевая, и кромочная, ее провязываю изнаночной. Поворачиваю вязание, 4 изнаночный ряд. Первая петля кромочная, ее снимаю, далее повторяю раппорт. Первую петлю снимаю, причем нить от клубка располагаю перед петлей. Следующие 2 петли провязываю лицевые. И повторяем, снимаем петлю, нить располагаем впереди, 2 лицевые. Снимаем петлю, 2 лицевые. Снимаем петлю, 2 лицевые. Последнее повторение, снимаю петлю, 2 лицевые. Остается на спице 2 петли, снимаю последнюю петлю узора и кромочная провязывается изнаночная. Далее поворачиваю вязание, из 5 ряда
начинаю повторение как с 1 по 4 ряд. 5 ряд вяжем как первый ряд, первая снимается, и далее все петли провязываем лицевыми. 5 ряд провязывается по лицевой стороне, и вот здесь вы видите уже протяжки, которые были оставлены за снятыми петлями. Перехожу к вязанию 6 ряда. 6 ряд вяжем точно так же, как 2 ряд. Первая кромочная снимается, далее 1 петля лицевая, следующие 2 петли снимаем, располагая нить от клубка за петлями, и повторяем: лицевая, 2 петли снимаем, нить за петлями, лицевая, 2 петли снимаем. И так провязываем до конца ряда. В конце ряда последняя лицевая и кромочная. 7 ряд идет по лицевой стороне и вяжется точно так же, как 3. Первая кромочная снимаем, далее повторяем: 1 петля лицевая, 2 изнаночных, и повторяем 3 петли: лицевая, 2 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных. В конце ряда последняя петля узора лицевая и кромочная. 8 ряд вяжем по изнанке и вяжем точно так же, как 4 ряд. Первая кромочная, далее петлю снимаем, располагая нить от клубка впереди петли, следующие 2 петли лицевые, повторяем: снимаем петлю, 2 лицевые, снимаем петлю, 2 лицевые. В конце ряда последние 2 петли остаются, последняя петля узора, снимаем нить впереди и кромочная. Далее повторяем вязание 4 ряда с 1 по 4. Сейчас я провяжу узор на большую высоту и покажу вам, как он выглядит. Итак, сравниваем два образца. Узор вафельный из толстой пряжи. Посмотрите, получается крупные ячейки. Узор выразительный, вязка толстая, пышная, смотрится классно. Из более тонкой пряжи тоже получается объемный пышный узор, но думаю, такая вязка лучше будет смотреться на свитере, на пуловере, на какой-то кофточке такой осенней. А вот из толстой пряжи лучше вязать таким узором шапки, можно вязать кардиганы. В общем, такие толстые теплые вещи. Возьмите себе на заметку этот узор и свяжите классные вещи.